Всем привет и добро пожаловать в мой новый выпуск, который, как вы уже заметили, посвящен новому цифровому активу под названием HyperToken. Скажу сразу, что HyperToken – это токен, управляемый сообществом, предназначенный для того, чтобы каждый пользователь в криптосфере имел быструю и безопасную криптоэкосистему, с которой, собственно говоря, мы сейчас с вами и познакомимся. А пока ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, если вы это еще по каким-то причинам не сделали. Итак, какие же полезности и возможности подразумевает под собой HyperToken? Быть может, поинтересуетесь вы. На что я с радостью отвечу, что главной целью HyperToken является полезность, которую разработчики намерены осуществить посредством взаимодействия со смарт-контрактом конфиденциальности. Что это значит? Это значит, что HPT намерен предоставить всем своим пользователям доступ к передаче данных из децентрализованной системы в смарт-контракт без раскрытия какой-либо конфиденциальной информации о блокчейне, что, согласитесь, уже звучит весьма интересно. Тем более, что доступно все это стало за счет того, что HPT разработан как токен DApp. При этом выступать традиционным токеном системы HPT раскрывает перед пользователями полное право заниматься им любой деятельностью в рамках всей их экосистемы, начиная от функций чтения записи в блокчейне и реестрах цифровых акций, заканчивая принятием различных решений, сосредоточенных вокруг сообщества экосистемы. Еще не менее важной особенностью HyperToken можно считать его предоставление доступа как к надежному STE, так и к обмену токенами безопасности, что в свою очередь позволяет покупателям и продавцам торговать токенами безопасности надежно и конфиденциально. Более того, как только HPT будет зарегистрирован на многих ведущих биржах, его разработчики четко уверены в том, что токен обретет мировую популярность, так как приглянется широкому слою населения. Так ли все это случится на самом деле, покажет только время. Единственное, что я отмечу, так это то, что прямо сейчас у вас есть отличная возможность поучаствовать в их airdropе, который продлится по 15 февраля текущего года. Таким образом, выполнив небольшой ряд простых действий, у вас есть отличная возможность получить бесплатно HyperToken. Что же касается правил, то, как вы видите, все, что от вас требуется, так это подписаться на официальный Twitter-аккаунт HyperToken, поставить лайк и сделать ретвит записи, а также указать свой адрес BSC кошелька и отметить как минимум одного друга, а также присоединиться к их сообществу в Telegram, Discord и Reddit. Плюс вы также можете поделиться своей реферальной ссылкой, и если по ней кто-то попадет в белый список, то вы получите аж целый один токен HPT. Кстати, для того, чтобы получить свою реферальную ссылку, вам нужно попасть в белый список. Для этого вам достаточно перейти по ссылке, указанной в описании, нажать на соответствующую кнопку и просто подключить свой кошелек MetaMask к платформе и скопировать свою реферальную ссылку, которая будет в правом верхнем углу. Так что, дорогие друзья, кому интересна данная тема, не теряйте время зря, а скорее переходите по моей ссылке, указанной в описании, и участвуйте в данном airdropе. А пока предлагаю нам поближе взглянуть на саму токеномику данного проекта, которая суммарно насчитывает 3 миллиарда HPT токен, созданных, кстати, на базе BSC и соответствующих BIP20 стандарту, из которых 10% получат основатели, а это 300 миллионов токенов. 5% уйдет разработчикам, еще 5% получат советники проекта, 6% отправятся на развитие бизнеса и рекламу, 9% ориентированы на прочие резервы и сжигание, из чего мы понимаем, что HyperToken обладает еще и дефляционным механизмом. Другие 5% выделены как раз таки на баунти-компанию и airdrop, и еще 10% на всевозможные поощрения и снова какие-то сжигания, о которых, я уверена, более подробно описано в их доступном техническом документе, ознакомиться с которым вы сможете более подробно уже и самостоятельно после просмотра данного ролика. Ссылку на white paper вы, как всегда, найдете в описании. Что же касается ICO распродажи, то, как мы видим, она поделена на 3 типа продаж, начиная с частной, заканчивая предварительной и публичной продажей, где на каждый из этих этапов выделено свое количество токенов, приобрести которые, безусловно, сможет любой желающий. Всего же суммарно на ICO выделено аж 50% от общей эмиссии HyperToken, а это, как вы видите, равняется аж 1,5 миллиардам токенов, что, как по мне, немало. А что по этому поводу думаете вы?
Приветствуете ли вы такого масштаба распределения или же нет? Одним словом, буду рада прочитать ваши мысли на этот счет в комментариях. А пока, в завершении своего выпуска, хочу обратить ваше внимание еще и на доступную дорожную карту проекта, в рамках которой мы видим, что полная бета-разработка и тестирование продуктов HyperToken назначены на второй квартал 2022 года, а сам запуск бета-версии уже на начало третьего квартала текущего года, в рамках которого начнутся еще и публичные продажи. Так что, дорогие друзья, чтобы не пропустить мимо себя все эти актуальные события и обновления, настоятельно рекомендую вам подписаться на все официальные социальные сети HyperToken, ссылки на которые вы, как всегда, найдете в описании под этим выпуском. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра.